Когда эта девочка продолжает разговаривать с огромной нелюбимой собакой, ее родители шокированы, а ее отец говорит, что это чудо. Рынок, как и каждую субботу, кипел жизнью. Продавцы кричали, приглашая покупателей оценить их фрукты, специи и товары ручной работы. Мимо прогуливались семьи, некоторые наслаждались сладостями, другие останавливались, чтобы поторговаться с продавцами. Однако среди этой шумной толпы было что-то необычное. Большая худая собака с короткой гладкой шерстью и пронзительным взглядом. Он прятался за углом рынка, почти сливаясь с тенями, как будто был частью совершенно другого мира. Его внешность поражала воображение. Похожий на добермана пес с длинными поджарыми мышцами, но его шерсть была тусклой и клочковатой, а ребра виднелись под натянутой кожей. Его глаза, настороженные и подозрительные, осматривали толпу в поисках любых признаков угрозы или благоприятной возможности. Он искал объедки, наклоняя голову, чтобы подобрать кусочки выброшенной еды, а затем быстро отскакивал в сторону, как будто был готов убежать в любой момент. Местные жители заметили его уже несколько недель назад, и многие пытались подойти к нему с едой или ласковыми словами. Некоторые продавцы оставляли миски с водой или небольшие угощения, надеясь привлечь их внимание. Но он никого к себе не подпускал. Даже малейшее движение в его сторону заставляло его шарахаться в сторону. Его тело было напряжено, глаза дикими. Люди начали называть его собакой-призраком из-за того, что он появлялся и исчезал так таинственно, никого не подпуская близко. Эмма, любопытная и отзывчивая пятилетняя девочка, впервые в тот день заметила собаку. Она держалась за руку своего отца, стараясь не отставать от его широких шагов, когда они проходили между оживленными прилавками. Но когда ее взгляд упал на собаку, она остановилась как вкопанная. «Папа, посмотри на собаку», – прошептала она, потянув отца за рукав и указывая на нее. Ее отец, Джон, проследил за ее взглядом и слегка нахмурился. Он и раньше видел этого гигантского пса, который всегда околачивался на краю рынка. «Это тот бездомный пес, о котором все говорят», — сказал он. «Он боится людей. Никто не смог подобраться к нему близко». Эмма наклонила голову, изучая собаку. Она не увидела угрозы. Она увидела печаль. То, как он держался на расстоянии вытянутой руки, наблюдая за толпой, словно хотел присоединиться к ней, но не мог. Не решаясь довериться, что-то в этом тронуло ее сердце. «Папа, можно я попробую поговорить с ним?» — спросила она. Ее голос был едва громче шепота. Джон колебался. «Милая, я не знаю. Этот пес долгое время жил сам по себе. Он не доверяет людям. Наверное, лучше просто оставить его в покое». Но взгляд Эммы не дрогнул. Она почувствовала странное влечение к собаке, необъяснимую связь. Она знала, что он боится, но чувствовала и что-то еще. Страстное желание в его глазах, которое отражало ее собственную решимость. «Пожалуйста, папа!» — умоляла она. Ее глаза были широко раскрыты и серьезны. Джон вздохнул, зная, какой решительной может быть его дочь. «Хорошо», — сказал он наконец, — «но будь осторожен и не подходи слишком близко». Он не привык к доброте. Эмма кивнула. Ее сердце бешено колотилось от волнения и осторожности. Она медленно приблизилась, остановилась на приличном расстоянии и присела на корточки, чтобы казаться меньше ростом, хотя пес и так возвышался над ней. Она говорила мягким, успокаивающим голосом. «Привет, здоровяк.
пробормотала она. «Я не причиню тебе вреда. Я просто хочу быть твоим другом». Пес повернул голову в ее сторону. Его острые глаза сузились, когда он изучал ее. На краткий миг он, казалось, смягчился. Его поза слегка расслабилась. Но затем, словно спохватившись, он издал низкое рычание. Его тело напряглось, и он попятился, прежде чем снова исчезнуть в толпе. Сердце Эммы слегка упало, но она не чувствовала себя побежденной. Она знала, что на это потребуется время, и была готова подождать. Она смотрела на то место, где он только что стоял, и в ее глазах вспыхнула решимость. В следующую субботу Эмма вернулась с родителями на рынок, сжимая в руке маленький кусочек хлеба, который она припасла специально для собаки. Пока они шли между оживленными прилавками, она оглядывала толпу в поисках его. Она беспокоилась, что он может не вернуться. В конце концов, она была всего лишь одним человеком на оживленном рынке. По какой причине он должен был доверять ей? Но затем она заметила, что он притаился возле продуктового киоска. Его темная фигура осторожно двигалась в тени. Она улыбнулась, и на сердце у нее стало легче. Он был там, и этого ей было достаточно. На этот раз она приблизилась еще осторожнее, стараясь двигаться медленно и нежно. Она остановилась на приличном расстоянии, достаточно близко, чтобы он мог ее видеть, но и достаточно далеко, чтобы не чувствовать себя загнанным в угол. Она присела на корточки, держа в руке кусок хлеба, и протянула его ему. «Еще раз привет», — прошептала она. «Я тебе кое-что принесла. Все нормально, тебе не обязательно подходить близко. Я просто хочу помочь». Взгляд пса метнулся к хлебу, а затем снова к ее лицу. Он заколебался, его тело напряглось, готовое убежать. Но что-то в пристальном взгляде Эммы, казалось, успокоило его, и после долгого молчания он бросился вперед, выхватил хлеб у нее из рук и отступил на несколько шагов, чтобы съесть его. Эмма не двигалась с места, с нежной улыбкой наблюдая, как он поглощает это лакомство. Ночь. Она видела отчаяние в его действиях, в том, как он быстро сглотнул, словно боясь, что кто-то может отнять его. Она тихо заговорила с ним. Ее голос звучал, как колыбельная на оживленном рынке. «Все в порядке, большой парень. Там, откуда это пришло, есть еще кое-что. Я вернусь на следующей неделе, обещаю». Пес посмотрел на нее, и его взгляд на мгновение смягчился, прежде чем он повернулся и снова исчез в толпе. Сердце Эммы наполнилось надеждой. Это был маленький шаг, но это был прогресс. С тех пор каждую субботу Эмма приносила ему небольшое угощение. Кусочек хлеба, ломтик сыра, все, что удавалось стащить с кухни. Каждый раз она подсаживалась чуть ближе, и ее мягкий голос был постоянным утешением в этом одиноком мире. И с каждым разом пес становился все смелее, подбирался все ближе, пока однажды не оказался достаточно близко, чтобы она могла протянуть руку и дотронуться до него. Но Эмма не давила на него, она знала, что это должно быть на его условиях. Она была довольна тем, что просто сидела рядом с ним, позволяя ему не торопиться. Она назвала его Максом, тихо шепча его новое имя каждый раз, когда они встречались. В течение следующего месяца Макс начал ждать Эмму. Он больше не прятался по краям рынка, прячась в тени. Вместо этого он появлялся у прилавков с едой как раз в тот момент, когда прибывали Эмма и ее семья, и его острый взгляд
выискивал ее маленькую фигурку в толпе. Продавцы заметили это, и среди них поползли слухи. Люди, которые видели, как пес шарахался от всех остальных, теперь были поражены, увидев, что он тихо сидит и ждет маленькую девочку. Однажды в субботу Эмма решила проверить его доверие. Она подошла к нему со своей обычной нежной улыбкой. Ее сердце колотилось от волнения и легкой нервозности. Она опустилась на колени в нескольких футах от него и приветливо протянула руку с растопыренными пальцами. «Привет, Макс», — тихо сказала она. «Я не причиню тебе вреда. Ты можешь подойти ближе, если хочешь». Макс посмотрел на нее. Его глаза изучали ее, словно взвешивая ее слова. Рынок, казалось, затих вокруг них. Все наблюдали, затаив дыхание. Макс медленно двинулся вперед. Его движения были неуверенными, но обдуманными. Он вытянул шею, его нос коснулся кончиков ее пальцев. У Эммы перехватило дыхание. Сердце забилось быстрее от благоговейного трепета. Она стояла совершенно неподвижно, позволяя ему сделать первый шаг. И затем, в момент, который казался почти сюрреалистичным, Макс прижался головой к ее руке, ощущая ее прикосновение. Его тело расслабилось, и впервые его взгляд смягчился. От ее нежных прикосновений растаяли жесткие черты недоверия. Люди вокруг с удивлением наблюдали за ними. Продавцы перешептывались друг с другом, восхищаясь этим зрелищем. Они все пытались помочь этому псу, предлагали ему еду и даже безопасное место для отдыха, но он отверг их всех, кроме Эммы. «Это чудо», — тихо сказал ее отец, недоверчиво качая головой. Глаза Эммы сияли от радости. Она погладила Макса по голове, ее пальцы были нежными и успокаивающими. Она знала, что обрела друга, которого потеряли и не любили, но который сейчас, возможно, впервые в жизни чувствовал себя в безопасности. В тот вечер Эмма не могла перестать думать о Максе. Она снова и снова рассказывала родителям о том, как он позволял ей прикасаться к себе, как доверчиво смотрел на нее. И по мере того, как она говорила, в ее сердце крепла решимость. Она хотела вернуть Макса домой, дать ему место, где он мог бы по-настоящему чувствовать себя в безопасности и быть любимым. Его родители обменялись взглядами. Они увидели связь между их дочерью и собакой. Они были свидетелями чуда, о котором говорили все на рынке, и знали, что не смогут отказать ей в просьбе. В следующую субботу Эмма вернулась на рынок с поводком и обещанием. Она подошла к Максу, ее сердце было наполнено волнением и нежной решимостью. «Макс», — прошептала она, протягивая поводок, — «ты хочешь пойти со мной домой?» К ее радости Макс остался неподвижен, позволив ей накинуть поводок ему на шею. Когда она повела его к машине, люди наблюдали за ней, изумленно перешептываясь. Собака, которая никому не доверяла, которая убегала от каждого проявления доброты, теперь спокойно шла рядом с маленькой девочкой, готовая начать новую жизнь. Когда машина отъехала, Эмма села рядом с Максом, положив руку ему на голову. Она знала, что это будет нелегко. Макс через многое прошел, но она была готова дать ему всю любовь и терпение, в которых он нуждался. И в глубине души она знала, что это только начало прекрасного путешествия для них обоих. Когда они приехали домой, Макс снова начал нервничать, осматривая новую обстановку. Каждое резкое движение и каждый звук, казалось, пугали его. Он отшатывался или бросался в угол, неуверенный в этом странном месте. Но Эмма всегда была рядом.
Ее присутствие было устойчивым и спокойным, убеждая его, что он в безопасности. Реабилитация Макса была нелегкой. Он все еще был пуглив, вздрагивал от громких звуков и рычал, когда кто-то, кроме Эммы, пытался приблизиться к нему. Родители Эммы знали, что Максу нужна профессиональная помощь, чтобы преодолеть свои прошлые страхи. Поэтому они обратились за помощью к специалисту по поведению животных, доктору Лаура Тернер. Доктор Тернер наблюдала за Максом и разработала план, который включал в себя много терпения и структурированного обучения. Она научила Эмму использовать позитивное подкрепление, вознаграждая Макса за спокойное поведение и постепенно знакомя его с новым опытом. Постепенно Макс начал расслабляться. Эмма проводила рядом с ним каждую свободную минуту, читая ему или рассказывая о том, как прошел ее день. Он лежал у ее ног, и его тело постепенно расслаблялось, по мере того, как ее нежное присутствие рассеивало его страхи. Эмма даже попыталась поиграть с ним во дворе. Пока родители наблюдали за ней с крыльца, Эмма бросила мячик, не ожидая, что он как-то отреагирует. Но к ее радости Макс бросился вперед, погнался за мячом и вернул его ей, виляя хвостом. Родители были поражены. «Посмотри, как сильно он изменился!» — с улыбкой сказал ее отец. «Кто бы мог подумать, что он будет играть в догонялки, как любая другая собака в семье?» — усмехнулся он. Мир. Со временем Максу стало более комфортно в кругу своей семьи, хотя он по-прежнему настороженно относился к незнакомцам. Он редко отходил от Эммы, и между ними начала зарождаться крепкая привязанность. Однажды солнечным днем, когда они играли на улице, преданность Макса подверглась испытанию. Эмма вышла на улицу, чтобы взять мяч, когда из-за угла внезапно вылетела машина. Дженева, мать Джона и Эммы, закричала, но машина ехала слишком быстро. В тот же миг Макс бросился вперед и как раз вовремя оттолкнул Эмму с дороги. Дженева и Джон бросились к дочери и заключили ее в объятия. Макс стоял рядом, не сводя с нее глаз, словно желая убедиться, что она в безопасности. С этого момента Макс стал для Эммы не просто собакой-спасателем. Он стал любимым членом семьи и защитником. Они тоже были его защитниками, что стало очевидным всего через несколько дней. По их сведениям, Макс заблудился, когда они его нашли. Они расспрашивали окружающих, пытаясь выяснить, где его хозяин, но безуспешно. То есть до тех пор, пока они не прогуливались по парку своим обычным маршрутом, когда столкнулись с мужчиной, который, казалось, узнал Макса. У него был грубый вид, и он с ухмылкой на лице указал на Макса. «Это моя собака», — сказал он недружелюбным тоном. «Я потерял ее некоторое время назад». Эмма крепко держала Макса за поводок, чувствуя его беспокойство. «Нет», — твердо сказала она. «Теперь это моя собака». Мужчина горько рассмеялся. «Вы украли ее у меня», — обвинил он. «Я вернусь к властям, вот увидите». Отец Эммы вмешался, взял ее за руку и увел их с Максом прочь. Они были потрясены. Как мог этот человек появиться ни с того ни с сего и заявить свои права на Макса? Испугавшись, что Макса заберут, они поняли, что должны выступить в роли его защитников. Поэтому они решили принять меры, проконсультировавшись с адвокатом, чтобы обеспечить Максу место в их семье. Семья. Они ни за что не позволили бы какому-то незнакомому мужчине забрать Макса, особенно учитывая, в каком состоянии он был, когда его нашли. Он явно был не очень хорошим хозяином для домашних животных.
Благодаря поддержке доктора Тернера и отзывам продавцов, которые были свидетелями преображения Макса, они смогли доказать свою правоту. К счастью, суд встал на сторону семьи Эммы, постановив, что Макс останется с людьми, которые по-настоящему любили его и заботились о нем. Они смогли защитить его еще раз, так же, как он защитил их дочь. И на этом их забота не закончилась. Семья Эммы продолжала помогать Максу расти. Они отвели его в местный класс аджилити, где он удивил всех своей скоростью и грацией. Вскоре Макс стал любимцем в дрессировочном клубе, завоевав сердца своей историей стойкости и преданности. Местная газета опубликовала статью о Максе и Эмме, в которой они рассказали, как терпение и доброта молодой девушки превратили потерявшуюся нелюбимую собаку в любимого члена семьи. Макс стал символом надежды для всех, кто знал их историю. Однажды солнечным днем отец Эммы, наблюдая, как их огромная собака радостно скачет по двору, не смог удержаться от того, чтобы не покачать головой и не улыбнуться. «Это действительно чудо», — сказал он. И для Эммы то, что Макс был рядом, было самым большим чудом, которое ей когда-либо было нужно. Какая невероятная история о втором шансе! Попытались бы вы помочь бездомной собаке? Позволили бы вы своей дочери сделать то же самое? Дайте нам знать, что вы думаете, в комментариях ниже. Спасибо, что посмотрели. До следующего раза.